Доброе утро, 13 ноября, 7 утра, рассвет, ночью тепло, плюс 14 утром. В прошлом году в ноябре было попрохладнее. Короче, уже собираю вещички, поеду, наверное, на станцию, заброшусь на электричку, заброшусь на вершину того перевала. И все, и дальше уже буду ехать вниз, так будет удобнее. Неохота на 300 метров на велике взбираться. Шинтоистский храм под названием Ясака-Джинджа. Храм Ясака. Зайдем. Здесь пещера. Сюда надо с фонариком ходить. Однозначно. Смотреть пещеру. Так, здесь немножко мокро. Не знаю, что там видно, камеру. Вон туда. Никуда я не полезу. Сюда можно пройти. Тут ходили, следы видно. Вот здесь грязно, тут вода течет. Ну, дальше я уже не полезу, там надо сгибаться слишком. Вот еще что-то нарисовали даже. Кому-то было даже не лень. О, летучая мышь висит. О, она еще летает. Ну, как-то так. Еще целый час. В мою сторону поездов не будет. Что я не думаю, что я что-то сильно сэкономлю на этом, и сейчас буду здесь торчать, попробовать заклимбить, как говорится. Может, не такой уж и крутой подъем, кстати. Он длинный, там 10 километров и больше. Осилю это дело самостоятельно. Теперь еще немного вверх-вниз, вверх-вниз. И можно будет ехать. Красивенький красненький мостик. Что-то там ремонтируют, правда. Какими-то щитами перекрыли обзор. Так, а что он говорит налево? Налево надо ехать, да? Не, пойду посмотрю, что там на мосту, а потом налево поеду. Надо все посмотреть. Поезд едет, слышно, но пока не видно. Ведутся работы по ремонту, по усилению. Все подробно разъяснили, что и зачем делается. В картинках с какими-то персонажами прикольными. Карты, схемы, обозначения. Ну и ладно. Так, что это у нас? Аоидаке Охаши. Большой мост Аоидаке. Как-то так его название звучит. Куда-то сюда. По параллельной дороге. Мне навигатор предлагает ехать по более спокойной в объезд. Но почему бы и нет?
Посмотрим здесь. Вот такие дикие дорожки я люблю. Еще и железная дорога. Прям сверху. Поезд бы какой сюда. Железка туда. Вот по этой бы железке я мог ехать, если бы поехал в поезде. Конnichiwa. Конnichiwa. О! Привет. Охайо гозаймасу. Охайо, охайо, охайо гозаймасу. Охайо, охайо гозаймасу. Эта гора Такачи-Хонумине. Такое длинное у нее название. 1500 что-то там высотой. Она находится на территории национального парка Киришима-Кинкоуан. До нее расстояние, ну, километров 25-30. Но я туда в этот раз не поеду. Слишком уж там много надо высоты набирать. Наверх залезть, конечно, было бы интересно. Но 1,5 километра. Сначала надо еще на велике, наверное, приличный километр поднять. Да и времени на это особо нет. И погода еще неизвестно какая будет. Завтра и послезавтра. Завтра мне важнее, послезавтра уже там как-нибудь. Вот покажу еще раз. Кайкацу Клаб. Что-то типа интернет-кафе или манго-кафе, как они там правильно называются. То есть суть в чем? Заходишь, есть разные типы помещений. Самый простой просто столик. Там есть розеточка. Посидеть, почитать. Можно поработать со своей техникой. Манги, куча разных. Целая библиотека у них там. Бери, читай, не хочу. Wi-Fi, напитки. Чай, кофе, соки, там еще что-то. Напитки, что называется, номи холодай. Пей сколько хочешь, сколько вот успеешь выпить, столько и пей. Ни в чем тебя не ограничивают. Всего пробовать, не перепробовать. И холодные, и горячие. Вот. И получается, что самый примитивный вариант. 230 йен за первые 30 минут. Есть уже там более сложные, приватная комната и всякое разное. Работает круглосуточно, кстати. В ночное и вечернее время действует скидка. Если зайти с 6 вечера до 4 утра, можно взять 8-часовой пакет с персональной комнатой за 2110. Так называемая комната представляет собой кабинку. Там есть компьютер, интернет, розетки, снизу лежак во всю длину. Дверь закрывается на замок. Неплохая альтернатива всяким там капсульным отелям. Если кому негде переночевать, вполне рабочий вариант. Конкретно эти фотографии я снимал не здесь, а где-то возле Токио. Там не было дешевых вариантов с обычным столиком. Пришлось брать такой. Пришел, сходил в душ, попил кофе, подзарядил технику и поехал дальше. Такая вот тема очень полезная. Интересно, они этим торгуют или это на выброс уже, на утилизацию, так сказать. Даже автомобиль с надписью Хацуне Мику. Это тоже в помойку. Какие-то, да, стиральные машинки, холодильники, велосипеды и всякое барахло. Всякого барахла. Охренеть просто. Зайдем внутрь, посмотрим.
Тут уже более культурно все представлено. То, что на улице, это уже так, хлам совсем. Чего тут только нет. Такие разные горшки, вазы, кувшины, или как это еще называется, амфоры. Йо-йо-йо-йо-йо, ну какая хреновина. Даже ценник не написали. Наверное, не определились еще сами, сколько это может стоить. Шмотки. Всякие детские кресла, коляски и тому подобное. А ёшкин, да так вот. Японский регулировщик. Сколько тут всего. Ё-моё. Ну все, сюда как в музей надо ходить. Да. Да как же тут пройти? Здесь еще всякие статуэтки, чучела птиц, японская, не знаю, что тут, как это работает, но оно вот такое. Офигеть. Мебель всякая разная. Для дома, барахло, микроволновки. Даже колеса, резина, автомобиль. Даже эти игровые автоматы, если кому надо. Можете купить себе дома, поставить. Играться сколько влезет. Шлем для велика за 1000 йен. Мотоцикл за 3000. Гитары всяких разных состояний и видов. Моторы тоже. Строительная техника. Ручной инструмент. Электрический инструмент. Рыбацкие принадлежности. Анимешный контент. Телевизоры. С центра города выехал. Отправляюсь куда-то к югу. Там будет пара мелких населенных пунктов. Пока не доберусь до начала окраины Шибуши, Осаки, Каноя. Ну, такие города местечковые. А потом надо будет выбраться Тарумизу. Это уже повернуть к северу. Сегодня, думаю, до берега моря в районе Каноя. И где-нибудь там буду ночевать. Очередной населенный пункт Шибуши. Сити, типа серьезный город. Ну, может быть. На карте как-то он не сильно выглядит большим городом. Да я особо не присматривался. Не знаю, почему. Данными никому не надо. Только разогнался, тут еще и светофор включили. И никого. Колодки протирать.
ездить с ветерком, люби на горку забираться. Ну, еще чуть-чуть. Я снова наверху. Нет, такие подъемы проще. Они хоть и длинные, но не крутые. И можно ехать не спеша на низкой передаче. И как бы оно даже и не то чтобы тяжело. В таком режиме можно... Полдня можно ехать и особо не устанешь. Чуть-чуть. Иногда можно там передышку делать. Конечно, это тяжелее, чем по равнине. Да, но тут еще немаловажно, что ветер немножко попутный, и он не мешает хотя бы. Вот даже чуть-чуть помогает. Был бы встречный, конечно, было бы потяжелее. Даже эти 10 км в час плюс встречный ветер уже ощущалось бы. Ну, все, понеслась. Что тут у нас? Выставка чего-то. Ничего, но... Короче, клубничное хозяйство. Котором автобус. Все как полагается. Там местные отдыхают. Я сам того и не заметил, как уже в префектуру Кагосима заехал. Завтра я буду в столице Кагосимы, наверное. Или где-то рядом. Ого, какие у них тут по склонам ездят. Тормоза нужны, не абы какие. Ладно. Уже без 5:05, а солнце еще не зашло. Там, в Токио, в тех краях, там оно уже заходит в это время. И это, даже когда я был там месяц назад, уже в 5 было как бы время заката. Все потому, что я на запад продвинулся. Подтверждение тому, что уже 5 часов вечера. Еду ночью при свете луны. Хорошая подсветка. Все видно без искусственного освещения. Что-то у них движуха сегодня какая-то. Может, спать давно пора. Уже там это 6:30 вечера. Едут и едут. Не разъедутся никак. Заработались.